Всем доброго раннего утра. У нас уже 5 утра почти. Но вы знаете, что я всегда работаю очень много. И поэтому не думаю, что вы удивлены, что я до сих пор еще не сплю. Но это не суть. Друзья мои, я очень многим помогала, помогаю и буду помогать и своими работами, и непосредственно своим участием в жизни этих людей. Но, невзирая на это, людей все больше и больше, огромное количество. Я беру избирательно, беру только тех людей, которые сами не справятся, и беру только людей, которые безнадежны. То есть уже, никак. Сами они моими работами не смогут себе помочь или помогут ненадолго. Нужно мое участие и вмешательство. Но как помочь огромному количеству людей работами, сильными ритуалами? Чем больше я дарю работу, тем больше энергии я отдаю миру. Обращаясь к силам, которые через меня дают эти заговоры и обращения, люди берут энергию, с меня в том числе. Но я сама согласна на это, поэтому это мой выбор. Компенсируется ли это? Отчасти да. Благодарностями от людей, их посылами, их благословением, их пожеланиями удачи мне, всего хорошего. Потому что когда ты помогаешь человеку выйти из буквально смертельной ситуации, спасаешь его судьбу, конечно же, у него идет волна благодарности в твою сторону. Но существует всемирное равновесие, энергообмен. Не все люди это понимают. А если говоришь людям, объясняешь им, для чего вообще существуют откупы, некоторые опошляют это, некоторые считают, что им все обязаны и должны, некоторые не считают нужным благодарить силы. Я же не слежу за людьми, кто проводит, кто не проводит, кто что получил от сил. Но если люди получают и взамен ничего не отдают миру, не обязательно мне, уже говорила, взять кошек, собак с улицы, вылечить, отдать в добрые руки, спасти им жизнь, поскольку духи спасли жизнь им. Если я что-то отдаю, я отчасти несу ответственность за эти работы. И если человек с помощью моей работы спасает себе судьбу, но эгоистично уходит от ответной реакции, не благодарит эти силы, то откупаюсь за этого человека я. Как я откупаюсь? По-разному. У меня может быть усталость, я могу плохо себя чувствовать. У меня может быть выжатость, срыв, в конце концов. И такое бывает. У меня могут быть непредвиденные расходы. Я плачу за этого человека. Но я всегда надеюсь на благоразумие людей, на честность, на совесть. Хочется надеяться, чтобы люди понимали, что если Вселенная им отдает что-то, если спасает их судьбы и жизни, они должны что-то отдать взамен Вселенной. Они должны купить конфеты, не знаю, какие-то игрушки, пойти в семью, где есть дети или один ребенок, и эта семья живет тяжело.
отдать этому ребенку, получить от этого ребенка эмоции радости, отдать Вселенной этот долг. Понимают, но очень малое количество людей. Поэтому, когда я отдаю свои работы, я отчасти, можно сказать, отдаю свою жизненную силу, свое здоровье, свою энергию. Потому что 1% из тех людей, которые пользуются моими работами, 1% всего лишь помнит о благодарности. Остальные просто пользуются. Но еще раз говорю, это мой выбор, я так решила. Я не могу их не отдать, я должна отдать. Я для этого осталась жива и вообще родилась, пришла в этот мир, чтобы отдать. Через меня силы должны отдать. А насколько вы понимаете мои слова, вникаете в это и понимаете, почему я вам это говорю, это уже, скажем так, дело каждого человека, дело его совести. Теперь, я этот ритуал очень долго не хотела отдавать в общее пользование. Объясню почему. Потому что, еще раз говорю, к сожалению, я очень хорошо знаю людей. Я знаю, что люди рады пользоваться, но они не любят энергообмен. Они любят брать. Они не любят отдавать. Даже мизерные отдавать. И тем самым откупаться от тех сил, которые приходят к ним на помощь. И этот ритуал отнимет у меня очень много сил. Но я сэкономлю время. Почему? Потому что помогу огромному количеству людей изгнать из их дома, именно из их дома, потому что дом, неважно, вы снимаете или ваш дом. Дом – это то место, где концентрируется ваша сила, энергия, стекается добро или зло туда может стекаться. И этим ритуалом я могу помочь каждому человеку изгнать зло из его дома. Результат будет такой. Атмосфера в доме станет чище, лучше, здоровее. Домашние перестанут ругаться. Кошки, собаки перестанут болеть и умирать. Уйдут злые силы, уйдут неудачи, и будет приходить в дом благополучие. Это проверено уже не раз. Но я отдавала такие ритуалы людям, которых знала. Знала, что это достойные люди, и они всегда отвечали мне взамен благодарностью. Поэтому я вам дарю этот ритуал. Так и быть. Уж все равно я своей жизнью служу этому человечеству. Я, по сути, можно сказать, своей жизни не имею давно. Это все отдано миру. Ну, знаете, каждый приходит со своей функцией. Значит, моя функция такова. Я не против. Я делаю полезное для человечества. И это самое главное. Как откупиться после этого ритуала? Пусть подскажет внутренний голос каждого из вас, совесть и порядочность. И на этом все. Что нужно вам делать? Понимаете, как с появлением коммуникации у ведьм появилась возможность помогать большему количеству людей, не у всех, у сильных. Отчитывать через фотографию, через фантом. В конце концов, если нужные вещи могут отправить по почте, можно и так отчитывать человека, спасти. Но в древние времена, естественно, ведьм возили к себе, те очищали пространство, начитывали, изгоняли зло из дома,
Неважно, какие духи у вас поселились. Насколько сильно имеется в виду. Такие мелкие лярвы, которые выпивают вашу энергию, жизненную силу, потом уходят. Это как клещи. Вцепились, выпили кровь и ушли. Или остаются, есть посильнее. Демонические сущности, бесы, темные духи, мертвецы, или место гиблое, нехорошее, или дома возле перекрестков. Они все имеют определенную такую гиблую энергию, как воронка. Они просто забирают жизнь человека. Помните дом Пороховщиковых, когда он арендовал на сколько-то там, 80 лет, что ли, или 40 лет, дом своих предков. А в подвале этого дома было НКВД когда-то, пытали людей и всякое такое. После того, как они переселились в этот дом, у них начались между собой ссоры, ненависть. Пытались развестись, снова сходились. Пытались родить ребенка безуспешно. Потом начали проявляться всякого рода сущности. Она их видела. Ну, в итоге закончилось плохо, да. Пока супруг лежал в реанимации, она покончила с собой, повесилась. А он, не придя в сознание, умер. Этот дом, как воронка, поглотил их. Вот если бы они пригласили знающего человека, и этот человек, по крайней мере, изгнал бы злые силы, хранители в доме остаются, но злые силы, они, может быть, были бы живы до сих пор. Бывают дома воронки, бывает, что люди покупают дом хороший, красивый, новый, построенный, переезжают в этот дом, и нет счастья в этом доме. Бывают подклады, оставляет в домах. Бывает, после человека в доме невозможно жить, он оставил после себя свою тень. Очень много различных ситуаций, но я первый раз отправила голосовое свое для изгнания темных духов. Это была Республика Северного Кавказа, не буду называть. Очень тяжелая ситуация, и я сказала, я не смогу к вам приехать, но включите запись, они узнают мой голос. Они знают, и они меня боятся. Потому что приходили во сне и говорили, что уходят, больше не включай, мы уходим, только не включай больше этот голос. Она включала голосовой и ходила по комнатам. Они ушли, оставили в покое. Теперь у них сын родился. Они замечательно живут. Еще один случай. Случаи несколько, не очень много я делала. И последний случай был, не буду называть и не нужно. Тоже голосовой отправила, и эта темная сила, этот темный дух ушел. Он просто ушел. Он терроризировал до такой степени, что люди подумывали даже продать дом и уехать, потому что боялись, не ожидали, что такое возможно. Оно действительно себя проявило. И он ушел. Он убрался. Давно, если честно. Наверное, 5-6 лет назад я уже думала такое сделать и отдать людям свой голос для того, чтобы они с помощью моего голоса изгоняли этих духов. Но я хочу сказать вам, что есть и был такой страх, и остается, потому что это забирает мою энергию. Но я буду надеяться, что люди что-нибудь взамен сделают для Вселенной. Что-нибудь. Не буду только пользоваться этим. Понимая, что иногда просто нужно благодарить эти силы. Просто нужно сказать спасибо. Просто нужно делать что-то приятное. Просто нужно что-нибудь уникальное, необычное отдать на алтарь ведьмы и любоваться, видя, что человек этим пользуется для своих работ,
что это приятно человеку. Просто пойти на улицу, забрать собаку, кошку, вылечить и радоваться, что спасли жизнь. Просто сделать что-то хорошее взамен. Послушайте меня внимательно. Когда вы будете включать мой голос, ваш дом просто оживится. Вот вы послушайте в начале лекцию один раз, то есть вот вступительное мое слово обязательно, чтобы понять, о чем речь и как это нужно провести. Потом посмотрите, с какой минуты начинается вот этот заговор. Или отдельно, например, сохраните у себя в телефоне, вырежьте именно этот заговор и включайте. По-разному можно. Сейчас технологии там всякие есть. Можно просто вырезать этот момент заговора и ходить и включать. Включайте столько раз, сколько посчитаете нужным, пока вам легче не станет. Подготовьтесь к этому. Во-первых, 3 дня не ешьте ничего мясного. Вы лично. Тот человек, который проводит. Ни колбасы, и рыбу даже не ешьте. Ничего животного происхождения. Далее. 3 дня. Это некий такой пост. Вам нужно взять следующие травы. Зверобой, полынь и можжевельник. Если эти 3 травы у вас будут, это замечательно. Если нет, какой-нибудь из этих трав пусть будет. Зверобой, полынь и можжевельник. Далее. Желательно, чтобы были черные восковые свечи, потому что черный цвет обладает особой энергией. Если нет черных, можете обычные взять. 6 свечей. Значит, подготавливайте алтарь. Черную ткань, 6 свечей. Эти травы или один из этих трав. Зажигайте свечи. Включаете мой голос и начинаете ходить по комнатам. Это нужно делать в темное время суток. Любой день, и выходной, и какой угодно. В темное время суток. Если сделаете несколько дней кряду, еще лучше. Значит, первый день. Когда вы будете читать, свечи начнут трещать. И чем сильнее они трещат, тем больше вы понимаете, что есть в доме темная сила. Перед этим откройте какое-нибудь окно. Символично они могут и через стену уйти, но лучше открыть окно. Зажгли свечи, зажгли траву и начинайте ходить читать. Никто вам не мешает. Ни кошки, ни собаки. Единственное, вы должны своих домочадцев предупредить. Либо пусть они выходят, ненадолго гуляют, вы пока читаете. Потому что не должно быть включено ни телевизор. Лучше вообще выдергивайте, снимите, полностью отключайте их из питания. Потому что мало ли что. Это очень мощная энергия, и лучше обезопасить себя. Вы не должны отвлекаться на телефонные разговоры. Ни на что. Вы идете, включаете и ходите по всем комнатам вашим. Первый день ваших домочадцев будет тошнить, рвать. Может быть диарея, головокружение, усталость. Видите, яркость стала некая. Это свеча как-то необычно стала гореть. Ну да ладно, такая аура появилась, и вот портал такой, видите, идущий наверх. Ну ладно, неважно. Далее. Это первый день. Свечи догорели, огарки свечей вместе с этой травой высыпьте куда-нибудь в какой-нибудь пакет. Если вы 3 дня кряду будете проводить, 3 вечера, тогда собирайте в этот пакет, высыпайте друг. Если нет, если 1 день, вы посчитали, что вот достаточно, значит, высыпайте в этот пакет и выносите либо в этот день, либо на следующий день. Оставляйте возле дерева
высыпаете из пакета прямо под дерево, оставляете 6 монет и говорите «откупаюсь» и уходите. Если 3 дня, да, 3 вечера проводите, значит, собираете все, что есть, вот это в один и тот же пакет. Этот уже истлевшую траву и догоревшие огарки свечей. И потом выносите через 3 дня. Я включаю запись несколько раз. И еще раз говорю. Этот заговор, который буду читать я, вы будете просто включать и ходить по дому, вас удивит. Потому что духи, они существуют в ментальном плане. Они существуют вне пространства и времени. И они слышат, и они узнают меня. Но они узнают любую ведьму, которая действительно ведьма, сильная ведьма. Но меня они знают. Они могут прийти во сне и попросить больше не включать. Если они пришли во сне и попросили больше не включать, выполните их просьбу. Но если они вдруг, вот прям вот словами говорите, я не включу сегодня, но если вы не уйдете, я почувствую, что вы еще здесь, тогда включу. Ставьте им условия. Они живые, они вас слышат. Если боитесь с ними контактировать, ничего не говорите. Хотите включить, включайте. Они вам ничего не сделают, они вам не навредят. Просто они боятся. Они боятся того, что я им скажу. Итак, к чему приведет этот ритуал? Перестанут в вашем доме ссоры, перестанут утекать деньги в никуда, очистится пространство, вы станете здоровее, перестанете болеть в доме, и начнут приходить деньги и удача. Это не панацея от всех бед. Если у человека есть проклятие рода и прочее, у него очистится дом, да, но на нем это останется. Если у человека есть порча на смерть, дом очистится, духи уйдут, но порча на смерть останется на нем, пока он не снимет. Это не человека касается, это убирает в вашем доме злых духов. Потому что наш дом – наша крепость. И наличие там этих зловредных сил очень многое поганит и портит вашу жизнь. Дом должен быть местом отдыха, местом радости, любви, спокойствия, надежности. Если вы приходите домой и вы боитесь находиться в этом доме, если стены на вас давят, если дома депрессия, ненависть, злость, и вы готовы друг друга сожрать, это не есть хорошо. Вы эти слова произносить не должны, не имеете права. Этот заговор, естественно, будет в книге для практиков, следующей книге. Можно ли практикующим ведьмам это говорить? Если вы будете говорить, вы должны говорить от моего имени. Но желательно все же включить запись с моим голосом, потому что именно голос больше делает здесь основное дело. Я надеюсь, вы поняли, потому что я включу, и в конце я ничего говорить не буду, чтобы вы могли этот момент вырезать. И сохранить, и каждый раз включать. Хотя можете и с этого ролика. Одним словом, начинается после 24 минут, 30 с чем-то секунд. Начнем. Имя мое в черной книге, черной кровью написано. И дана мне власть духов темных волей моей подчинять. Властью, данной мне тьмой, я заклинаю вас, духи непрошенные, зловредные,
и несущие зло. Вы знаете меня, вы слышите меня. Убирайтесь вон, оставьте этот дом и обитателей сего дома. Я заклинаю вас именем Черной Троицы и тайным ключом. Я владею тем ключом, и потому воля ваша в моей власти. Из болот пришли, идите в болото. Из земли пришли, идите в землю. Из воды пришли, идите в воду. Исполните мою волю, вы, дети пустынь. Из гиблых земель тлен ваш наряд, пустые глазницы, смердящие и холод могильный. Убирайтесь вон, вам не место здесь. Я вижу вас, я знаю вас, и вы меня знаете. Уходите сами, иначе отправлю за вами стражников. Они будут вас сжигать огнем, пытать каленым железом, отправят в Тартар и в вечную бездну. Убирайтесь прочь, Санта-Карака-Арне, 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 заклято. Имя мое в черной книге, черной кровью написано, и дана мне власть духов темных волей моей подчинять. Властью, данной мне тьмой, я заклинаю вас, духи непрошенные, зловредные и несущие зло. Вы знаете меня, вы слышите меня. Убирайтесь вон, оставьте этот дом и обитателей сего дома. Я заклинаю вас именем Черной Троицы и тайным ключом. Я владею тем ключом, и потому воля ваша в моей власти. Из болот пришли, идите в болото. Из земли пришли, идите в землю. Из воды пришли, идите в воду. Исполните мою волю, вы, дети пустынь. Из гиблых земель тлен ваш наряд, пустые глазницы, смердящие и холод могильный. Убирайтесь вон, вам не место здесь. Я вижу вас, я знаю вас, и вы меня знаете. Уходите сами, иначе отправлю за вами стражников. Они будут вас сжигать огнем, пытать каленым железом, отправят в Тартар и в вечную бездну. Убирайтесь прочь, Санта-Карака-Арне, 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 заклято. Имя мое в черной книге, черной кровью написано, и дана мне власть духов темных волей моей подчинять. Властью, данной мне тьмой, я заклинаю вас, духи непрошенные, зловредные и несущие зло. Вы знаете меня, вы слышите меня. Убирайтесь вон, оставьте этот дом и обитателей сего дома. Я заклинаю вас именем Черной Троицы и тайным ключом. Я владею тем ключом, и потому воля ваша в моей власти. Из болот пришли, идите в болото. Из земли пришли, идите в землю. Из воды пришли, идите в воду.
Исполните мою волю, вы, дети пустынь. Из гиблых земель тлен ваш наряд, пустые глазницы, смердящие и холод могильный. Убирайтесь вон, вам не место здесь. Я вижу вас, я знаю вас, и вы меня знаете. Уходите сами, иначе отправлю за вами стражников. Они будут вас сжигать огнем, пытать каленым железом, отправят в Тартар и в вечную бездну. Убирайтесь прочь, Санта-Карака-Арне, 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 заклято.